Здравствуйте, дорогие рукодельницы! У меня опять скопились обрезки. Тут в основном льняные, но есть и просто хлопковые. Вот буду рукоделить. Так как кусочки обрезки были небольшие, то и небольших квадратиков я из них нарезала. У них сейчас вот на данный момент 9 на 9 сантиметров в стороны. И буду их сшивать. Я сшила полоски и, видите, припуски загладила у каждого следующего ряда в другую сторону, чтобы мне потом сшивать между собой вот полоски, и за счет припусков не был толстым шов. Сейчас буду сшивать ряды. Складываю лицом к лицу, совмещаю швы, скалываю прямо по швам и прошиваю. И точно так же с остальными полосками. Я сшила, и у меня получилось вот такое вот полотно. Я нарезала еще более мелких квадратиков из своих обрезочков. Краешки, это же лен, и вытаскиваются нитки очень хорошо. И я вот так вот повытаскивала краешки. Брала квадратик и вот с краю нитки вот так вот выдергивала. Так, чтобы краешек получился такой лохматенький. Вот как-то так я их разложила и буду их пришивать просто обычными стежочками. Дорогие гости моего канала, не забудьте нажать кнопку подписаться, а если вы уже подписаны, то не сдерживайте себя и ставьте лайки, пишите комментарии. Те, кто смотрит меня в YouTube, пожалуйста, нажмите справа от кнопки подписаться маленький серенький колокольчик. В этом случае вы будете получать уведомления о моих новых видео. Я всегда рада комментариям, всегда отвечаю на них, поэтому пишите. После того, как я пришила все свои вот эти лохматые квадратики, я обшила по краям вот такой вот ткань. И я начала вот так вот еще, видите, по краям больших квадратиков вышивать. Ну, просто вот крестик, полосочка, Вот, но я еще не доделала, у меня еще не все. Сделаю все. Ну, я не буду это показывать, потому что, ну, это и так понятно, как это делается. Я закончила вышивать по краям своих квадратиков крестиком. Теперь мне надо разгладить, потому что вот при вышивании немножко стягивается ткань. Сейчас проглажу, чтобы снять напряжение со швов. Я думаю, что будет посимпатичнее выглядеть и поровнее. Вот. И так как это все у меня из разных тканей, тут и хлопок, и лен разного качества, то я хочу сверху клеевую основу сделать. Я вот уже вырезала кусочек клеевой ткани, кладу сверху вот просто белую ткань. Хочу немножечко укрепить, потому что такое все это хлипкое. Видите, на самом деле были не очень-то красивые эти лоскуточки. Я бы даже сказала, тут разноцветных-то раз-два и обчелся. Больше нету. Все остальные простенькие совершенно. Но после того, как их расшили, я расшила, еще и вот эти вот кусочки тоже некрасивые пришила. Получилось уже так как-то даже занимательно, я бы сказала. Я хочу сказать, что прям ну вот сразу такое вот прям хорошее такое крепенькое полотно получилось. До этого было страшно его трогать. Я буду делать сумку шоппер для мамы. У меня сейчас, я сама из Брянска, и у меня мама и старшая сестра живут в Брянске. И сестра сейчас вот приехала сюда к нам в гости. И я с ней вот как раз и передам все подарки для мамы. Коврики ксагон, которые я делала до этого. Я вырезала вот заднюю часть, так как у меня не хватало, я вот из двух кусочков ее шила. И точно так же, как и переднюю, посадила на клеевую ткань, чтобы стабилизировать эту ткань. Если нет у вас клеевой ткани, то можно просто взять любую ткань, которая вам не нужна, и простегать с этой тканью. Тогда у вас получится заготовка более стабильная и поплотнее, покрепче. К задней части я хочу приделать карманы. Я вот нашла, у меня мебельный образец вот такой вот есть. Он такой плотненький. И я его просто пришью. А боковые стороны у него, видите, такие вот как зубчиками, они вот не сыпятся. А вот верхняя и нижняя часть немножечко тянутся нитки. Хотя их можно вот
зажигалочкой, я уже попробовала зажигалочкой, и они уже тогда меньше тянутся. Но я вот вырезала из вот этого льна, который у меня вот в остатках от шторки, от какой-то, полосочку, и я хочу обработать край кармашка, пришить кант. С одной стороны пришила, теперь вот так вот заворачиваю и вот так пришью с другой стороны. Вот такой у меня получился кантик. Лишнее я срежу по бокам. Если честно, мне очень понравился эффект вот этой вот, этот цвет лен. Он прямо сдруживает этот карман с основной частью. Поэтому я решила со всех сторон просто обработать кантом карман и просто потом его пришить вот прям хоть поверх канта, хоть рядом с кантом. Я так и сделаю. Единственное, что так как я здесь вот краешки обрезала, и они у меня, чтобы не махрились, по сторонам кант я буду немножко по-другому пришивать. Здесь я, прежде чем пришивать, вот так вот заверну, а потом уже буду пришивать. И когда я заверну все, у меня все, эти швы все будут закрыты. Ну и точно так же здесь в нижней части оставлю кусочек на то, чтобы подвернуть. И так его пришью. А теперь строчу здесь. Вот такой получился карман. Изнаночная сторона здесь пошире у меня. Но так как такие нитки получилось, что так подходит, что вот не видно на этой стороне. Но прям приглядываться нужно к этому шву. И я сейчас этими же нитками пристрочу вот так вот по периметру карман. Сначала так сделаю, а потом посмотрю, может и по канту прошью. Отстрочила и по периметру кармана, и потом еще по канту. Все, строчечку сделала теми же ниточками. И знаете, что я подумала? Как-то великоват карман, здесь 30 сантиметров в длину карман, а в высоту почти 19. И я подумала, ну это же я шью и могу делать как хочу. И я сейчас вот здесь вот просто проложу строчку, и у меня получится два кармашка, не очень больших, но при этом достаточно вместительных. Так вот что-то кинуть, чтобы вот можно было все-таки это достать удобно. Рука сюда пролезать будет нормально. И при этом не будет выпадать ничего, как вот если бы это был большой вот такой вот широкий карман. Я не знаю, так делается или нет, но я так сделаю. Фокус-покус. Был один карман, стало два кармана. Сзади вот так выглядит это все. После того, как у меня передняя и задняя сторона готовы, я их складываю лицом к лицу и прошиваю полностью по трем сторонам. Сшила, теперь уголки вот так вот разворачиваю, шовчики расправляю и делаю дно. Закалываю булавочкой и вот так вот прострачиваю на обоих уголочках. Меня просили маркером рисовать, чтобы новичкам было понятно. Вот по этим линиям, которые я нарисовала, я строчу. Прострочила и обрезаю уголки. Оставляю 5-6 миллиметров. Все, теперь выверну и покажу, чего получилось. И сама посмотрю. Вот, получилось вот такое вот дно. Не очень широкая, как раз вот почти до кармана. И я буду делать подкладку. Я взяла вот такую вот яркую розовую ткань, тоже так же, как и верхняя часть. Складываю лицом к лицу, прошиваю, оставляю, правда, небольшое отверстие не зашитым. И точно так же сделаю дно, как и с основной частью сумки, с лицевой. Девочки, я вот нашла пуговичку у себя вот такую вот большую. Я ее вот сюда, пока не пришила подкладку, я ее пришью. Пришиваю ее вот такими вот нитками, которыми я вышивала. Они достаточно крепкие, тем более вдвое, потому что я хочу эту пуговицу сделать как бы на ножке. В центр прямо этого своего квадратика. Он у меня ровно посередине от остальных. Вот, получается, он центральный. Нитки выбрала специально, потому что они подходят по цвету. И я ее, видите, вот пришиваю не очень крепко, чтобы она у меня так чуть-чуть подвисала, чтобы на нее удобно было застегивать. Я ее вот так, эту нитку, наматываю, чтобы эта пуговичка была на ножке. А потом назад сюда прошиваю. Вот, и она у меня не плоская.
Почему я так делаю? Да потому что я хочу застежкой сделать для этой пуговички. У меня вот есть вот такой вот шнурок, и я его вот так вот сложила вдвое и зигзагом, видно, зигзагом, туда-обратно прошлась с двух сторон. Сначала с одной стороны прошила, потом с другой. И у меня получилась такая вот петелька. Это у меня будет застежка для сумки. Ну, чтобы вот она совсем уж прям раскрытая не была. Дальше я буду делать ручки. Я вырезала вот этой ткани 2 полоски. Ширина 7 сантиметров. Я складываю их лицом к лицу и пришиваю. Выворачиваю их. Ссылочку на видео, как вывернуть узкую деталь, я оставлю в описании к видео. Шов у меня в серединке остается. У меня получились 2 ручки, но они очень мягкие. И даже если их прострочить, то они все равно какие-то такие хлипенькие получаются. Поэтому я хочу в них вдеть стропу. Стропа у меня всех цветов кончилась, кроме вот этого радужного. Поэтому я ее вот так вот всовываю сюда и протаскиваю вот так вот до самого конца. Я ручки делаю не длинные, потому что мама у меня на плече не носит, а носит только в руках. И сумку я делаю не очень большую, потому что тяжелая ей носить не надо. То же самое с этой делаю. После того, как выделала стропу, иду на машинку и вот так вот прострачиваю. Таким образом соединяю стропу с моей ручкой, и у меня ручка получается крепкая. Теперь прикалываем ручки. Здесь от квадратика отступаю чуть-чуть, и здесь столько же отступаю. И с той стороны. Здесь я уже закрепила шнурок. Следующим этапом я беру подкладку и надеваю ее на мою будущую сумку лицом к лицу. И совмещаем боковые швы. Вот расправим их. И точно так же сюда же боковые швы сумки. И соединяем их. То же самое делаем с другой стороны. Вот. Ну и по периметру можем тоже сколоть. Но у нас вообще-то все должно сойтись. Вот посерединке вот здесь вот я еще посколю. И с другой стороны. И вот так вот прострачиваем по всей окружности сумки. Прострочила и через вот оставленное отверстие вытаскиваем нашу сумку. Снимаем булавочки все. И нам надо зашить вот это отверстие, через которое мы выворачивали. Она и внутри такая нарядная получается. Вот так вот строчим. Прострочили. Смотрим, что у нас получилось. Засовываем подкладку внутрь сумки. Вот. И нам надо теперь вот это вот место, где у нас соединяется сумка и подкладка, тоже застрочить. Сначала вывернуть хорошенько все, расправить, потом застрочить. Все, я отстрочила, все красиво. Веревочку вот эту вот, которая у меня шнурок, вот можно вот так посвободнее. Ну, мало ли там что-то большое она положит. Вот такая получилась прикольная сумка. Техника Боро, стиль бохо. Задняя сторона у нее тоже прикольная. Вот как же сюда подошел этот мебельный образец, просто удивляюсь. Ведь в нем нет вообще ни сиреневого, ни розового. Но за счет вот этого канта, который я сделала из льна, он прям сюда прям попал. Повесила на гвоздик в коридоре. По-моему, прикольно. Если вам понравилась эта сумка, что ты мявкаешь на меня? Иди сюда. Залезла на чердак и шумит кошка моя. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь, если еще не подписались. И спасибо всем, кто досмотрел до конца.